Привет всем! Это первый независимый видеоблог, и сегодня герой нашего видеоблога – певец, диджей Саша Ветер. Саша, добрый день. Добрый день и вам. Очень рад принимать участие в таком замечательном проекте, как первый независимый видеоблог о музыкантах. Это очень важно. Скажи, пожалуйста, вот с чего началась твоя музыкальная карьера? Началась она с того, что я родился. А потом, неудачно сходив несколько раз в спортивную школу, я подумал, что это не мое. И пошел в родители завели в музыкальную школу. Там я успешно отмучился, получил диплом, потому что первое время мне кажется, что всегда люди в музыкальной школе мучаются, а потом они осознают, в чем же кайф музыки, и начинают ее пропускать через себя. Благо, и понял я это все в музыкальном колледже. И уже закончив колледж, я понял, что я хочу петь. То есть ты не вокалист был изначально? Ты играл на каком-то другом инструменте? Я играл на аккордеоне, гитаре и фортепиано. И продолжаю это успешно делать. Но, в принципе, вокал – это просто выход эмоций для меня. Почему нет? А инструменты используешь в своем творчестве? Конечно. Если мое творчество изучить, то всегда там можно услышать аккордеон. Сейчас уже чаще можно услышать саксофон, ну и фортепиано, конечно. И без музыкального образования не было бы красивой гармонии в песне. А где ты учился премудростям саунда, да? То есть одно дело это колледж музыкальный, там же, наверное, не учили, соответственно, сводить музыку, саунда, делать аранжировку. Это все пришло со временем, с опытом. Ну и наш век технологий компьютерных позволяет делать очень много интересных вещей. А почему решил сам писать? Это мое лицо. Только поэтому, да? То есть другие не могут тебя раскрыть так, как это делаешь ты? Я не понимаю, о чем я пою. Вот, и если это не мировой хит, конечно. Так все-таки ты считаешь, что вокалист, артист, он должен сам для себя писать? По-разному. Я не могу, я говорю только за себя, поэтому я не могу считать, что... Но в основном, мне кажется, творчество, да, это то, что делаешь ты, а не то, что делают для тебя. Возвращаясь опять-таки к твоему творчеству, ты участник конкурса молодых исполнителей «Жара-2015». Это недавно, да, было? Да, это было недавно. Расскажи, как ты попал? В последний день я отдал заявку. Через несколько дней мне пришло письмо на e-mail. Я был очень удивлен, на самом деле. Ну, потому что я когда отправляю заявки куда-то, мне кажется, что это все, просто для того, чтобы массовое создать. Нет, оказалось все очень красиво, чинно и благородно. Меня пригласили на второй отборочный тур. И там уже состоялся сразу же после второго, третий отборочный тур. Была очень серьезная борьба, были много интересных вокалистов, музыкантов, но люди все пришли показывать свое творчество. Финалистка проекта X-Factor была в жюри. Дэн Петров, это вокалист Челси, солист группы Челси, и продюсер Московского продюсерского центра. Вот они посовещались очень долго, совещались и выдали мне премию. Из всех артистов, кто был там, выдали премию лучший поп-исполнитель для меня. И поэтому на Дне города Москвы мне удалось порадовать людей своим творчеством. Несмотря на плохие погодные условия, мы все знаем, что была ужасная погода, холодно, дождь, и это было здорово. Для меня это была внутренняя ступенька
моего развития. Победа в конкурсе тебе была тобой ожидаемая, или все-таки это было как-то: «О, ребят, я выиграл, ура»? Ну, я же пришел для того, чтобы победить. Я не ушел без победы. Просто возраст идет. Вот, будем смотреть правде в глаза, мы не вечные все, и нужно развиваться, нужно всегда идти сквозь даже какие-то негативные проблемы. То есть там что-то не выиграешь или что-то у тебя случается, все равно надо и двигаться вперед и не останавливаться. Тогда твоя мечта 100% воплотится в жизнь. В своей биографии ты пишешь, что ты поп-исполнитель, и ты и выиграл, да, соответственно, победу в номинации поп-исполнитель. А чем обоснован выбор такой стилистики музыки? Я бы сказал, что это не просто поп-музыка, это танцевальная музыка, потому что, на мой взгляд, это просто музыка жизни, движения, это ритм моей жизни. Я не могу ниже какого-то темпа спуститься. Я и медленные треки пишу, но не для себя. То есть, как бы, мне некомфортно на сцене. То есть ты такой заводной? Да, я заводной. Я как волчок, который так вот покрутили, он 100% заведет и народ, и себя, и толпу, и поэтому это важно. А если скажут: Саша, ну напиши что-то лирическое для себя? Ну, уже говорят, уже просят. И ну, как? Есть у меня лирическая песня. Все. Я просто такой человек, который может написать песню и ждать, когда придет ее время. То есть сейчас не время? Нет. А абсолютно почему? точно. Просто внутреннее ощущение. Не могу объяснить, это внутри. Угу. Вот так. Вот я слышала от многих музыкантов то, что у профессиональных артистов не должно быть кумиров. Да, вот почему-то многие так говорят. У тебя есть кумиры, или ты вообще как тоже считаешь, что нет, кумиров быть не должно? Есть каких-то... коллеги по цеху, да, есть мировые коллеги по цеху, на которых нужно ориентироваться, равняться, смотреть, потому что это безумный опыт, особенно если ты смотришь живое выступление артистов мировой сцены. Это колоссальная энергия. Вот всем бы нашим артистам пожелать иметь ее внутри себя и делиться на многотысячную аудиторию, которые собирают огромные холлы. Это просто что-то невероятное, поэтому тот опыт, который есть у наших артистов, у зарубежных артистов, это нужно перенимать, нужно перерабатывать, пропускать через себя, опять-таки, и делать свои выводы из их опыта, почему нет. А, кстати, вот ты сказал коллеги, а у тебя, получается, нет конкурентов, ты со всеми коллега? Или все-таки конкуренция существует, и она должна быть? Я не знаю насчет конкуренции. Может, у кого-то я и конкурент, может быть, кто-то и для меня конкурент. Для меня это все люди, коллеги, которые делают тоже свое дело. Кто-то успешно, кто-то не так успешно. Но все равно люди делают, не останавливаются, идут вперед. И это то, о чем я говорил ранее. Двигайся вперед, и дорога будет вырастать в нужном направлении под твоими ногами. Вот так. Just fly away tonight. I'm calling you. We can get high. Just fly away tonight, tonight, tonight. Fly away tonight. Fly away tonight. Fly away tonight, tonight, tonight. Fly away tonight, tonight, tonight. Fly away tonight. Let's go. I see you look at me. I know I'm looking nice. Drinks up in the air. We gon' party tonight. I like the way you dance. Oh my. So let
can fly. Go, 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 girl. Go, 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 girl. So shake it round and round, so I can get behind. Go, 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 girl. Go, 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 girl. So shake it round and round, so I can get behind. I'm calling you. We can get high. Just fly away. Fly away tonight. So baby, we can fly. I'm calling you. We can get high. Just fly away. Fly away tonight, tonight, tonight. Come on, let's party tonight, girl. Come on, let's go to my home, girl. So me and you can get in the zone, girl. And we can tape it on the phone, girl. Come on, let's go. Ain't nobody really gotta know. I think you the one that I like. I think you the one that I might take home, but you gotta do it right. Come on, you know all night. This the only way that I like. Never put up a fuss, don't fight. Take your time and don't bite. Caramel is my type. You wanna be the twinkle in my eye? Then baby, come on, let's fly. Fly away tonight. Fly away tonight. Fly away tonight, tonight, tonight. Fly away tonight, tonight, tonight. Fly away tonight. Многие артисты, значит, задаются вопросом, как продвинуть свою музыку. Вот твой трек Fly Away, да, попал на радиостанцию. Ну, не на радиостанцию, он попал в шоу диджея Тиеста, Club Life, и это уже переработанная версия одним из диджеев топ-100 мира, то есть это не топ-100 вот рейтинг, который у нас там есть в России, а это топ-100 мировых имен, вот, и уже в переработанном виде с моим вокалом, с моей мелодией, которая придумана была и текстом, попал в Club Life пару лет назад, но все равно это здорово, потому что многие диджеи тоже играли этот трек, и, на мой взгляд, если песня хорошая, на нее обратят внимание в любом случае. Просто надо высылать лейблы, существуют европейские, которые тоже, если нет акцента, это просто вот сложились события, да, я знаю английский язык и с акцентом не пою. Ты работаешь на 2 языках. Да. Где сложнее пробиться, в России или за границей? Везде. Везде Наверное, сложно. есть какие-то свои плюсы, свои минусы. Вот расскажи о В российском Европе заграничном. просто чаще попадают песни на радиостанцию проще. Они слышат качественный материал, они его берут. У нас с радиостанциями, ну, мне как-то кажется, в России сложно. В Беларуси нет. В Беларуси не сложно, если это качественно, это хорошо, и тем более все мы друг друга знаем. Вот, и там очень просто. Песня нравится, ставят, не нравится, но это право. Я не могу навязывать насильно свою музыку, то есть это не обязаловка, опять-таки. И также везде на радиостанциях это не обязательно, но просто если радиостанция уже какая-то взяла, да, то я считаю, что трек должен жить дальше, и другие радиостанции тоже должны прислушиваться. А на каких радиостанциях играют твои треки? В Москве у нас совместная работа с моим другом диджеем Йохан Ки. У нас попала работа на радиостанцию Energy. В свое время играла одна песня на Мегаполис FM. Вроде как люди говорят, есть на DFM, но может и нету. Не знаю. Ты не отслеживаешь? Я не отслеживаю это. Я просто пишу песни, высылаю их на имейлы, которые сам нахожу. Вот, и есть друзья, которые тоже помогают двигаться творчеству. Они что-то делают для меня, почему нет? Это нормально. Многие очень нас ругают, отечественный шоу-бизнес, говорят, у нас что-то некачественно, несовершенно, давайте посмотрим, как это делается за границей. Да? Ну, собственно, шоу-бизнес, он вообще как-то пришел все-таки к нам из Европы. Вот ты считаешь, чего-то все-таки не хватает в нашем шоу-бизнесе, или все нормально, оно идет как идет, все правильно, все качественно, и ничего менять не надо? Мы как большой пирог. Просто есть
в пироге начинка, да, есть в пироге верхушка украшений, есть основа, на которой этот пирог держится, да. И вот бывает, что пирогу не дать, не взять, да, вот такой момент. То есть такой своеобразный пирог. Да, это такой своеобразный пирог. Вот будем называть шоу-бизнес своеобразным пирогом, который кушается, делится, вот, и выпекается заново. Каждый раз. Ну, возможно, да. Ну, вот ты говоришь, в общем-то, как-то все есть, да, вот. Ну, пирог же вкусный. Ну, понятно. Правильно, да. поэтому я думаю, что есть хорошие зрелищные моменты, есть просто музыка, которую можно слушать в машине, да, есть. Это все сегменты, каждый выбирает свой определенный тип движения. А вот о сегментах. Ты не считаешь, что у нас в нашем шоу-бизнесе, в нашей музыке, как-то вот все-таки сейчас стало меньше своего русского? Я не говорю, что надо всем петь русские народные песни, да, там, или всем петь только классику наших русских великих композиторов. Но я говорю о том, что, допустим, если брать Францию, Италию, Испанию, я не знаю, Венгрию, Португалию, у них все-таки в их песнях, в их музыке, да, современные обработки, да, современный стиль, но тем не менее проскальзывает вот эта вот какая-то ниточка такая эмоциональная, да. А почему у нас-то куда это все подевалось? Нельзя сравнить то, что в принципе существует вне времени. Слушай, ну у нас русская культура, она глубокая, далекая и чуть ли не самая, может быть, древняя. Славянские народы-то они... Славянские народы, да, но вот культура-то она всегда менялась, а Франция и круассаны, они как были вот когда-то, да. А русские блинчики? Не, ну русские блины, масленица, почему нет? Если мы говорим о гуляниях, то это одно. Если мы говорим о там каких-то испанских фиестах, да, сиестах и все остальное. Мы говорим да. непосредственно о музыкальной стилистике, то есть о своей мелодике, да? Вот эта мелодика, она пропадает все-таки. Ну, возможно. Все равно люди двигаются, мы же развиваемся и пишем не на русскую камеру нашу программу, правильно? Ну, понятно, а на японскую, которая что качественнее, интереснее и красиво делает нашу картинку. Так представь, что музыка — это картинка. Только мы слушаем ее ушами, да, и мы внутри рисуем образ. И этот образ должен нарисоваться, как ни крути. Поэтому я считаю, что просто это творчество. Люди творят так, как они считают нужным. То есть и кто-то может добавить что-то русское, кто-то не может. Кто-то вот хочет европейские мотивы и фрагменты использовать там. Это все на авторское усмотрение, вот так скажу. Художник, он так видит, а здесь автор, он так слышит. То есть здесь все зависит от автора? Все зависит от автора, да, и человек, который занимается творчеством, который он хочет донести до людей. Вкусы, соответственно, формируются не только музыкантами, но и слушателями. Что слушатель запросит, что, скажем так, потребно, да, то в основном все-таки выдается в массы. Как ты считаешь, это правильно идти вот в каком-то плане на поводу у нашей публики, или все-таки ты считаешь, что у нас артисты не идут на поводу у публики, и они дают людям одновременно то, что хочет зритель, и, соответственно, то, что хотят они? Как-то вкусы совпадают? Ну, я считаю, надо быть самобытным, вот, чтобы это творчество было полностью как отражением тебя, но в то же время современные тенденции никто не отменял. Нужно давать людям то, что они хотят, конечно, потому что это все шоу. Каждая песня это тоже рисует, это тоже эмоциональный какой-то момент, который ты отдаешь людям на съедение, вот, как часть себя, вот так. А если сейчас народ потребует что-то такое сверхъестественное, не очень, может быть, подходящее, опять-таки, по Я думаю, культуре, что уже не знаю, столько всего есть, что... То есть больше уже некуда требовать? Нет, просто что-то появится новое, почему нет? Я тоже делаю что-то новое, но сейчас у меня такая тенденция, это что-то новое, я пока держу при себе. То есть вот. такой секрет для слушателя? Ну, секрет, не секрет, а просто хочется дать чуть больше, чем я есть. Угу. Скажи, артист зависит от слушателя или все-таки нет? Все равно любая музыка находится у слушателя или нет? Или надо делать музыку, вот стараться? Ну, попасть? если касается меня, то я делаю то, что нравится. Ну, в первую очередь, надо делать то, что тебе нравится. Вот, а все остальное само найдет себе дорогу слушателя и зрителя. Это нормально. Для меня это
выход моих эмоций, это творчество в первую очередь. Был такой период, когда ты не хотел выступать, да, не хотел петь, работать. Мне Почему? показалось, Что случилось? что я хочу писать. Потом многие моменты сложились и за, и против, и тот же вариант того, что я сейчас изменил имидж. Имидж тебе делает имиджмейкер, или все-таки ты больше прислушиваешься Нет, я сам к своему к себе внутреннему? прислушиваюсь. Ну, вообще каждому человеку нужно прислушиваться к себе внутри. Как реагируешь на критику? Вот бывает такое, что тебе говорят: Саша, что ты написал такое странное? Ну, вот. Бывает, говорят, ну, я говорю, а вы напишите сами что-нибудь, я посмотрю тоже с удовольствием. Спасибо за отзыв. Я буду ждать с вашей стороны тоже ваше творение. Тебя не смущает, не злит покажите критика, мне себя и посмотрим, а то сказать у нас могут все. А вот что-то сделать, ну, не всем дано. Понятно. Ну, о творчестве. Какие сейчас планы у тебя? Планы идти вперед, двигаться и развивать себя, развивать свою музыку, продвигать свои проекты какие-то, да, потому что хочется развиваться в разных направлениях, и нельзя сидеть там, я певец, нет. Ну, как бы, когда ты творческий человек, ты занимаешься всем сразу. Это как время такое, да, ну, я не скажу, что это время, нет, это неправильное сравнение. Творчество — это не время, это кайф, от которого ты получаешь удовольствие. И творчество — это настолько широкое понятие, да, то есть его сузить конкретно там в пение, музыки, да, нельзя. Если творческий, то ты и поешь, ты и диджей, ты и пишешь музыку, ты и пишешь стихи, ты пишешь другим людям, ты ведущий, я помимо всего занимаюсь многими. То есть ты еще и продюсер, получается? Ну, это По громко всему. сказано, но есть проект, в котором я помогаю. Расскажи, что это за проект? Я думаю, что с этим проектом вы пообщаетесь сами наедине уж без меня. Не буду никому делать рекламу и за чужой счет тоже рекламироваться не хочу. Хорошо. А то меня будут осуждать, мне вот эти вот разговоры лишние. Тогда не делай никому рекламы. Ни в коем случае. Я очень тебя прошу пожелать что-то молодым талантам, те, кто еще только начинает свой путь, тем, кому еще трудно, кто еще не может определиться со своим стилем, вообще определиться, делать ли ему что-то или не делать. Друзья мои, я вам желаю только успехов, никогда не останавливайтесь. Ваша мечта — это как птица, только проблема в том, что птица улетает, и она сама выбирает, где ей быть. А вот ваша мечта — это только ваше направление, которое вы можете ей задать. Поэтому материализуйте свои мысли, думайте только о хорошем и двигайтесь вперед. И любой продукт, который вы делаете с кем-то в коллаборации, как вот говорят, я думаю, что он найдет своего слушателя. Не сдавайтесь, не опускайте руки, просто двигайте вперед. Неудачи — это лишний жизненный опыт. Вы просто его перерабатываете и идете своей дорогой, нужной дорогой, которую вы находите в процессе. Удачи вам! Саша, огромное тебе спасибо. Мы желаем, вам. в свою очередь, тебе удачи, новых интересных проектов, новых интересных полезных связей, новых артистов, песен. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня героем нашего видеоблога был певец, диджей Саша Ветер. Всем пока!